Вы знали, что самая высокая статуя Христа находится вовсе не в Бразилии? Что в Польше есть замок размером с целый средневековый город, и что дети в Польше в 8 лет получают подарки почти как на свадьбу? Когда я переехала в Польшу из СНГ 4,5 года назад, я думала, ну что тут может быть другого? Но чем дольше я здесь живу, тем больше понимаю, что Польша совсем не просто похожая страна. Сегодня я расскажу вам 13 фактов о Польше, поэтому обязательно досмотрите видео до конца, потому что, возможно, некоторые факты вы услышите впервые. Итак, первый факт. Польша больше, чем кажется. Я бы даже назвала ее страной масштаба. Ее территория 312,5 тысяч квадратных километров. Это девятая по площади страна в Европе, больше Италии, больше Великобритании и почти в 1,5 раза больше Беларуси. Население около 38 миллионов человек, но самое интересное – это география. Здесь Балтийское море на севере, Карпаты и Татры на юге, более 10 тысяч озер и 23 национальных парка. Это не маленькая страна для галочки в ЕС, это полноценное европейское государство с очень разнообразной природой. Второй факт. В Польше самый большой замок Европы. Это замок Мальборг. Площадь более 21 гектара. Это самый большой замок в мире по площади, построенный из кирпича. Его начали строить еще в 1274 году. И чтобы вы понимали масштаб, внутри более 200 помещений. 3 уровня оборонительных стен и длина стен почти 4 километра. Этот замок является объектом ЮНЕСКО и считается одной из самых посещаемых достопримечательностей Польши. Кстати, если вы тоже живете в Польше или только планируете переезд в Польшу, приглашаю вас подписаться на мой канал. Здесь выходит много интересных видео. Третий факт. Самая высокая статуя Христа находится вовсе не в Рио, а в Польше, в городе Свебодзин. Она одна из самых высоких в мире. 33 метра сама статуя, 16 метров холм и 3 метра корона. Итого 52 метра, когда в Бразилии статуя Христа с постаментом 38 метров. То есть разница между этими статуями почти 14 метров. Ну, это как пятиэтажный дом. Поляки хотели, чтобы Христос смотрел на всю страну, и у них это получилось. Четвертый факт. В Польше находится целый подземный город из соли. Это соляная шахта Величко. Работает с 13 века более 700 лет. Ее глубина до 327 метров, а протяженность тоннелей около 300 километров. Внутри более 20 подземных залов, часовни, полностью вырезанные из соли, подземные озера и люстры из кристаллов. Там находится самая известная часовня Святой Кинги. Это не просто шахта, это целый подземный город. Мы там еще ни разу не были и планируем как раз скоро туда поехать. Пятый факт. Польша первая приняла конституцию в Европе и вторая в мире после США. 3 мая 1791 год, именно в этот день принята Конституция, и сегодня 3 мая считается государственным праздником. Шестой факт. В Польше есть старейший университет в Кракове. Ягеллонский университет был основан в 1364 году. Ему более 660 лет. Здесь учились Николай Коперник и будущие короли Польши. Сегодня это один из самых престижных университетов Центральной Европы. Сегодня там учатся около 40 тысяч студентов. И основные направления в этом университете – это медицина, право, международные отношения, психология, экономика, IT и биотехнологии. Седьмой факт – это первая коммуния. Это огромный праздник в Польше. Теперь важный момент. Первая коммуния – это католический обряд. Он проводится только для детей католиков. Возраст примерно 7-9 лет и проводится раз в жизни. Но можно сказать, что масштаб этого праздника как маленькая свадьба. Подарки, красивая одежда, рестораны. В общем, все выглядит очень празднично. Раньше в такой день детям дарили либо часы, либо велосипед. Сейчас же в основном дарят технику или деньги, телефон, планшет. И расходы на такой праздник могут быть от 5 до 10 тысяч злотых.
Восьмой фактор. Польша одна из самых религиозных стран в Европе. Примерно 85-90% поляков являются католиками, и примерно 35% поляков, да, всего населения ходят каждое воскресенье в костел. Также не могу не отметить, что Польша – это родина папы римского Иоанна Павла II. Девятый фактор. Польша самая безопасная страна. По данным европейской статистики, уровень убийств в Польше 0,8 на 100 тысяч человек. Для сравнения, средний мировой показатель около 6, что является в 9-10 раз выше. Это означает, что Польша входит в число самых безопасных стран в Европе. Индекс ее безопасности выше 70 баллов из 100. Даже могу сказать по себе, мы здесь живем уже 4,5 года, у нас 3 детей, и мы здесь себя чувствуем абсолютно безопасно. Дети сами ходят в школу пешком, и мы за них, можно сказать, не переживаем, хотя всегда держим связь по телефону. 10-й фактор Польши. Польша – страна машин. На 1000 жителей приходится более 650 машин. Для сравнения, в Германии около 580 машин на 1000 человек. То есть в Польше это один из самых высоких показателей в Европе. Просто представьте, в Польше зарегистрировано более 25 миллионов автомобилей. И средний возраст машины примерно 15 лет. 11-й факт. В Польше нет бездомных животных. Вы не увидите на улице бездомных кошек или собак. Каждая гмина обязана заключать договор с приютом, финансировать стерилизацию, контролировать регистрацию животных. Активно внедряется чипирование, поэтому если вы приедете в Польшу, вы сразу увидите контраст, например, по сравнению со странами СНГ. 12-й факт – это бюрократия. Да, Польша – Европа, но без бюрократии никуда. ПСЛ, мельдунок, ужант, различные выписки, прописки, справки. В Польше здесь, в принципе, лояльно относятся к тому, если ты в документе, например, сделал ошибку, то здесь можно просто зачеркнуть, написать правильный вариант, да, расписаться рядом. У нас, например, в странах СНГ, если ты даже на почте сделал какую-то ошибку, то все, нужно все переделывать заново. Кстати, по рейтингу Doing Business Польша находится примерно в середине списка по легкости ведения бизнеса. Я бы сказала, что в Польше система более гибкая и нацелена на решение, а не на наказание. И последний 13-й пункт. Здесь я хочу рассказать несколько таких забавных фактов о Польше, о которых вы, возможно, не слышали и не знаете. Например, в Варшаве есть улица Кубуся-Пухатка. Улица, названная в честь Винни-Пуха, это официально зарегистрированное название улицы, и длина этой улицы всего 149 метров. Интересный факт, правда? Вот такие вот какие-то интересные мелочи и делают Польшу живой, настоящей. Ну и, конечно же, не могу сюда же не включить гномиков во Вроцлаве. Вроцлав – город гномов. По городу можно найти более 400 гномов, сделанные из бронзы. Это такая символика города. Можно сказать, это одна из причин, почему мы выбрали тоже Вроцлав, потому что нам понравилась вот эта его особенность. И мне кажется, детям тоже здесь очень. И дети очень любят искать новых гномов. Это для них как такой небольшой челлендж. Также не менее интересный факт, что в городе Пшине есть самая узкая улица в Польше. В среднем ее ширина примерно метр, то есть 2 человека даже с трудом разойдутся. А самое узкое ее место, да, часть улицы, это 30-40 сантиметров в ширину. Просто представьте, какая она узкая. А также вы знали, что в Польше, например, собак называют не как у нас. То есть у нас какие клички у собак обычно? Шарик, Бобик. А в Польше самые распространенные клички для собак это Бурек, Макс и Луна. Ну и, конечно же, жирный четверг, толстый чвартек, который как раз у нас недавно прошел.
Это день, когда все покупают пончики. И в этот день можно встретить гигантские просто очереди на пончики. И считается, что по всей Польше, да, поляки в этот день съедают около 100 миллионов пончиков. Мы, если честно, тоже купили целую коробку пончиков в этот день. Там около 25 штук, и дети половину просто за вечер сразу съели. Польша – это глубокая история, сильные традиции, безопасность, масштаб и очень много неожиданных деталей. На этом мое видео подошло к концу. Если вам было интересно, пишите в комментариях, пожалуйста, какой факт удивил вас больше всего. А если вы живете в Польше, можете пополнить список в комментариях фактами интересными, о которых, возможно, другие не знают. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться, если вы еще не подписались на мой канал. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.